Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же она думает о вас? Настраивайтесь на женщину. Как всегда, ставьте лайк для энергообмена, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Любовная любовь, ребят, да вы переполнены любовью. Вы так соскучились за вот этим вот состоянием любви, за состоянием влюбленности, за тем же интимом, да, у некоторых может проигрываться. Вы такой человек, который готов, ну вот перед женщиной, ну я не знаю, поклоняться. Вот вы джин, вот реально мне хочется сказать, что вы как джин. Вот в отношениях вы просто вот как пеленой окутываете женщину своей заботой, своим вниманием, да, теплом своим, ласками. Вот вы изголодались поэтому. Вы и раньше, вы преклонялись перед женщиной, но вы преклонялись не один. Я не хочу углубляться в это, да. Здесь речь идет о измене, я думаю, все прекрасно это знают и понимают. Но сейчас вам очень хочется новой любви. Вот вы точно так будете преклоняться, вы точно так будете кружить женщину, стараться исполнить какие-то все ее желания, хотелки. Вот вы очень такой любвеобильный. Вы любите и тот же интим, вы любите вот само состояние влюбленности, когда летаешь на крыльях, когда хочется вот просто порхать, когда ну реально хочется горы просто сворачивать ради женщины. В вашем окружении, да, есть женщины, которые вам нравятся. Но почему-то у меня идет такая информация, что эти женщины либо же так на расстоянии, они вроде бы вам нравятся, да, но как-то вы, то ли вы еще не подошли к ним, да, еще так не разнакомились, либо же не вступили в отношения. Это может быть, что вы еще присматриваетесь. Это может быть еще, что вы подозреваете, что эта женщина может быть не свободна, да, что еще у нее есть ухажеры, либо же муж там есть. Тоже вы так держите, может, на расстоянии ее. Но очень вы истосковались по любви. Вот я уже не раз говорила, да, вот ваш диагноз – это острая нехватка любви. Так, что еще происходит в вашей жизни? Однозначно вот все мысли о личной жизни. Да, работа есть, работа, заботы, хлопоты, плюс еще, я вам скажу, бывшая вам иногда так яда своего подливает, вот нервы трепет периодически, да, ну как-то мне вот, почему-то мне сегодня не очень хочется о бывшей говорить, вот так вскользь так я пройдусь, да, чтобы и вам не сыпать соль на рану. Ну, такая злюка, ну, настолько неискренняя, предательница, изменщица. Ну что не говорить, да? В вашей жизни все равно будет совершенно другая ваша императрица. Вот вам ваша новая любовь и выпала, с которой вы будете вместе. Но сегодня расклад не об этом. Смотрите, женщина, которая думает о вас, но я так смотрю, это ваша бывшая, кстати. Давайте-ка посмотрим. Ну, однозначно, ну, дама, которая слишком любит деньги и слишком любит других мужчин. Вот она, это две главные любви ее. А особенно богатые мужчины, так это вообще супер. Смотрите, у нее был такой период, когда у нее было даже, ну, я бы сказала, ну, не два, а даже больше мужчин параллельно. Я сейчас такой трэш вам расскажу, да, можете провалидолиться, конечно, и слушать дальше. Женщина, которая не брезгует несколько мужчин иметь одновременно. Это вы можете себе представить, с кем вы жили, да? Женщина, которая за деньги готова, ну, спать со всеми, со вся, да, не обращая внимания на возраст, на статус, там, я не знаю, на положение человека, женат он, не женат. Ну, то есть абсолютно по барабану. Абсолютно. Причем, опять же, проигрывается у некоторых, что вы все равно, зная вот это все, вот эти все ужасы, вы все равно хотите с ней помириться. Вот все равно, я думаю, даже некоторые из вас либо же пытаются что-то делать, либо хотят попытаться, может быть, там смс-очку какую-то отправить, либо же позвонить, как-то пересечься, поговорить.
Некоторые еще, может быть, что вы ждете, да, от нее шага. Но то, что примирение вот маячит у вас, это ваше наваждение, да, опять же, я говорю, это некоторые. Может такое проигрываться, что вот это ваше наваждение. Умом понимаю, что она такая сякая. Да, вот головой понимаю, но ногами не пойду, да. Вот есть такой момент. То есть вы готовы все простить. Вот это ваша болезнь. Вот эта женщина, это ваша болезнь. Кто-то уже отболел, кто-то болеет до сих пор и не может ее отпустить и вырвать из сердца, несмотря на ее предательство, несмотря на тот гарем, который вот она имела, понимаете? Так, что же она думает? Ой, кто-то спешит ко мне. Так, что же она думает о вас? Да, кардинальные перемены между вами произошли. Боже, вам так было одиноко после того, вот как вы, да, вот вскользь, опять же. Было настолько плохо и одиноко, когда вот вы переживали вот период разрыва. У вас было столько претензий. Причем, я вам скажу, у нее претензии остались до сих пор к вам. Давайте-ка спросим, что за претензии. Финансовые, конечно. Она считает, что вы ее любили, кружили, значит, вы должны там чуть ли не замок и дворец из песка ей оставить, купить. Ну, то есть, чуть ли не снабдить ее до конца жизни финансами, жильем и так далее. Вот постоянно у нас измены, ну, ребят, ну, кто хочет еще помириться, ну, прозрейте, пожалуйста, прозрейте, я пытаюсь к вам достучаться, да, я понимаю, что любовь, она затмила вас, но поймите как-то, да, что я не знаю, как еще вам сказать, что человек, который абсолютно не настроен на отношения с одним человеком, тем более с одним мужчиной, который, ну, в принципе, вы со своей стороны тоже были моменты, когда она вот обижалась на вас, чем-то вы ее обидели. Кто-то словом, кто-то делом. Ну, что-то такое произошло, что у нее, кстати, у нее тоже накопились очень много претензий, обид к вам. Но это совершенно другая история, не будем мы сейчас смотреть. Но много злости у нее осталось до сих пор. Злость, неприятие, какое-то, знаете, вот желание лишний раз уколоть. Вот у меня такое ощущение, что вот если бы она, если бы вот она могла, то, я не знаю, она бы четвертовала просто. Вот человек настолько обозленный, что вот не доставайся же ты никому в таком плане. Кто-то через магию это делает, кто-то просто вот, ну, мысленно, да, вот желает всяких гадостей и всего нехорошего. А вы понимаете, что сила мысли это тоже очень большая сила. Особенно если на эмоциях что-то говорить, либо думать, то это реально сбывается. И это работает. Поэтому от этого человека, я вам скажу, нужно держаться подальше. У нее злость настолько зашкаливает. Вот у нее до сих пор какие-то претензии по деньгам, там, по имуществу, может быть, по финансам. Что-то, может быть, вы ей там, я не знаю, мало отсудила она, может быть, не додали ей что-то. Ну, то есть ей все мало, мало, она чего-то хочет. Она постоянно в поисках вот новых мужчин, да, у нее не получается ничего в жизни. У нее какие-то вот постоянные вот эти вот скачки по жезлам, которые ей особо радости не приносят. Она в поисках богатенького Буратино, да? Ну, то есть, это трэш просто. У меня нет слов. Так, что же она еще думает о вас? Вот она почему-то уверена, что вы вот так же, как и она, после разрыва, вот после развода вашего, что вы пустились во все тяжкие, что вы точно так меняете женщин, как перчатки, да. Вот она даже не допускает мысли, что вы можете быть с кем-то, с одной женщиной, да. Вот она почему-то судит по себе. Вот она считает в том плане, что вот все, свобода, он сейчас ниже плинтуса упадет, да, вот опять же считает, что может быть кто-то там в рюмку начинает заглядывать из вас, да. То есть почему-то вот ваши женщины, они считают, что без них вы, ну, чуть ли не пропали. Понимаете? Кто-то в пьянке, кто-то в гулянке уходит. Ну, то есть у них как-то нет даже мысли о том, что вы хотите построить новую семью, что вы хотите стабильных отношений, но уже не с ней,
Она вот уверена, что вы любите до сих пор, а с другими это так, чисто тусуетесь. И вот гулянки за рюмкой чая вы страдаете по ней, понимаете, без ее любви. Вот она в этом уверена, она этого хочет. Но то, что она не желает счастья, это однозначно. Однозначно не желает, нет. Вы вот хотите, да, вам хочется, вот у вас пара выпала, вы всей душой хотите. Да, у вас есть некоторые моменты, моменты недоверия, моменты какого-то осадка после разрыва вашего, но вам все-таки хочется пару. У нас кубковый король и королева выпали. То есть вам не нужны вот эти все одноразовые девочки. Причем, знаете, вот будьте осторожны, потому что когда в вашей жизни появится, она появится, новая женщина, вот ваша, ну, Мегера, так сказать, извините за такой сленг, она может объявиться тут как тут и ставить разные палки в колеса. Она может пакостить, она может вплоть до того, что она может какие-то гадости новой женщине наговорить. Ну, то есть у вас с ней будут еще не один конфликт. Будьте осторожны, чтобы, я не знаю, не делитесь. Если есть какие-то, может, общие знакомые, особо не рассказывайте, даже когда у вас появятся новые отношения. Ну, пусть она не знает, держите ее подальше, чтобы она на пушечный выстрел к вам и к вашей вот новой женщине, чтобы она не подошла. Потому что всякие козни, пакости будет делать. То есть человек, который, знаете, вот она тотально обозлена на вас. Вот тотально обозлена. Не получила финансов, не получила того, что она хотела там по имуществу, да, у каждого будет по-разному, по дележке. Она, кстати, еще не думала, что вы разойдетесь. Она думала, что вы поживете, и, ну, она будет чудить все, что она хочет. А вы будете верно, преданно сидеть дома, это все терпеть, да, и всю эту лапшу кушать. Килограммами причем лапша будет вешаться. Ну, она и вешалась, в принципе. Поэтому тотальная злость, тотальная обида, что пошло все не так. И тем более, что и счастья в личной жизни у нее я не вижу абсолютно. Вот эти прыжки по жезлам, ну, абсолютно это не то пальто, абсолютно не то счастье. Я не вижу, чтобы ее вот эти ухажеры, чтобы они ей там как-то содержали особо, деньги давали. Абсолютно нет. Она сейчас глубоко несчастный человек. В принципе, это бумеранг в действии. По-другому это и не назовешь. Человек, который пытается найти богатенького себе, да, спонсора, а эти спонсоры, ну, все как-то не попадаются. А те, кто попадаются, очень быстро понимают, чем она дышит, да, ну, какому мужчине нужна женщина, которая держит тебя как кошелек просто. Никто не хочет быть кошельком, правда ведь? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поэтому, ребят, кто хочет еще помириться, ну, подумайте. Можете еще пересмотреть это видео. Может быть, вы что-то поймете, да, проанализируете, сделаете работу над ошибками. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, да, как в песенке поется. Тогда вот, знаете, наступает иногда такое состояние прозрения, состояние, когда ты, ну, чуть ли не по щелчку, ты понимаешь, что, боже, с кем я жил, как я мог жить с этой женщиной. Довольно часто такое бывает. Да, можно мучиться, страдать, переживать, а потом в одночасье, да, или утром просыпаешься, и все. И ты прозрел, ты понимаешь, боже, я не хочу вообще не думать, не видеть, не слышать ее. Поэтому подумайте, а нужна ли вам предательница? А нужна ли вам изменщица? Да? А нужна ли вам женщина, которая, ну, просто как кошелек вас держит за живой, за ходячий кошелек? Нужна ли вам такая женщина? И плюс еще маленький вот мой совет. Я думаю, многие об нем знают. Возьмите листок бумаги, вот так пополам проведите линию. С одной стороны напишите позитивные ее качества, а с другой негативные. И так сравните, да, что в них хорошего, а что плохого. И очень хорошо тоже помогает прозревать. Вы увидите, что, я думаю, ну, плохих качеств, наверное, там уже больше. Это когда-то, может быть, пока вы были влюблены, когда все было хорошо, когда были розовые очки, тогда было, конечно же, больше хорошего. А сейчас вы очень четко так увидите и сравните. Тоже очень полезное лекарство. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
делитесь видео с друзьями. И всем пока!